Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует Мир Модели, меня зовут Павел. Мы сегодня опять погружаемся в новинки, которые пришли в наши магазины. Вот сегодня мы рассмотрим новинку от компании Звезда. Это у нас Т4 модификации Е. Совсем недавно вышла модификация знаменитой четверки самого массового танка Вермахта. Вышла модификация H. Она была там с цимеритом, с экранами. Вот. И здесь компания Звезда выпустила более раннюю модификацию этого же известного танка. Но машина выпущенная была, я не помню, точно, по-моему, 200 или 300 было единиц именно этой Ешки выпущена. Могу сказать одно, что появилась она в результате того, что появилась необходимость усиленного бронирования. Машина получила дополнительное бронирование части корпуса, были внутренние изменения. Вот, короткоствольное орудие получило специальный такой кожух, которыми при повороте башни отодвигалась самая антенна. Машина воевала везде, она была и в Африке, и была в Европе, и на советско-германском фронте воевала. Поэтому машина известная, поэтому у нас до 1942 года, я думаю, в полной мере эти машины могли присутствовать, немножко, может быть, с другими гусеницами, там зимний вариант, потому что все-таки Т4 довольно-таки часто застревали в наших землях. Тем не менее, вот такая вот машина. Сейчас мы тогда заглянем в коробку, думаю, уверяю вас, что там немного будет изменений по сравнению с базовой моделью. Вот такая вот у нас лицевая часть, изображена четверка, со всеми вытекающими изменениями, характерные для машин данной модификации и данного временного периода. Вот, небольшая историческая справка. Здесь, как обычно, ничего нового такого здесь особенно нового не увидите. Теперь ознакомимся с содержимым коробки. Опять же, традиционно начинаем мы с инструкции. Инструкция традиционная для компании Звезда. Опять же, здесь обзор, уже сколько раз говорю, это литниковых рамок. Вот их наличие, используем, не используем элементы. Вот. Здесь у нас все достаточно знакомо и будничное. Вот. И то, что сейчас очень сильно, меня, например, радует, это вот такой вот цветной вкладыш, в котором показано, как машина окрашивалась, применение декалей, соответственно, какие куда, вот бортовые номера, вот. Естественно, привязка по красочным системам компании Звезда и Tamiya. Вот таким вот образом это все выглядит. Литничок прозрачный со смотровыми приборами, который вклеивается в командирскую башенку и смотровую щель механика-водителя. Ванна корпуса, конечно, без изменений. Как она есть, так она и есть. Значит, обратите внимание, что башня дана с люками раннего типа. Накладные вот эти вот элементы, выхлопы. Это часть, которая перекочевала от прошлой модели, это обвес, элементы командирской башенки. Вот те же части тоже, которые у нас присутствовали на и предыдущей модели. Это элементы ходовой части, они, конечно, без изменений. Вот таким вот образом. Вот, и здесь у нас надгусеничные полки, и элементы ходовой части, ведущие колеса, канистры и также траки. Опять же, уже говорил неоднократно, что последние в моделях Звезда не кладет знаменитые виниловые или так называемые резиновые траки. Она делает их двухсекционными, то есть идет нижняя ветвь, которая идет непосредственно, на которой стоит модель. Верхняя линия с изгибом под опорные катки, поддерживающие. Вот. И несколько траков, которые вокруг ведущей звездочки склеиваются. Я думаю, что те, кто собирал эти модели от компании Звезды последние, я думаю, что справиться с этой задачей вполне определенно.
Вот, уважаемые коллеги, компания «Звезда» очередную вот выпустила новинку. Это немножко, так сказать, ну, немножко измененная модель, но тем не менее танк известный, танк воевал на многих театрах военных действий. Я думаю, что те, кто занимается сборкой танков периода Второй мировой войны, конечно, такую модель захотят иметь у себя на полке. Так что, пожалуйста, компания «Звезда», большое спасибо за то, что продолжает уделять внимание новым моделям. С удовольствием, с большим удовольствием ожидаем новое поступление и новинки от компании «Звезда». Ну, вам хотелось бы повторить, что это магазин «Мир моделей». Меня зовут Павел. До новых встреч!